Мы в эфире и на YouTube, и на Фейсбуке. Кто нас смотрит на Фейсбуке? Добрый вечер. Кто нас смотрит на YouTube? Добрый вечер. Кто нас смотрит запись? Вам тоже добрый вечер. А у нас сегодня пятница, 9 часов вечера, 28 марта уже сегодня. Ужас. Уже и март практически закончился. Время летит, не успеваешь даже оглянуться, как оно все у нас проходит. Ну что, а раз сегодня пятница, 9 вечера, значит, к нам приходит кто? Висткар. Так что берите свой вискарь и присоединяйтесь. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер. Ну что, поговорим о чем-то. Что у нас было на неделе хорошего, чем неделя нас порадовала, огорчила. Звук с искажением. Вроде не нормальный звук. Ну ладно, я проверю. Старался делать звук, говорят, что мы с искажениями. Вот так всегда. Вот так в эфир уходит ужасный звук. Все, тогда я замолкаю, Сергею передаю слово, а потом буду разбираться со своим звуком. Все, Сергей, вам слово. Окей. Так, ну, если говорить о неделе, то она, в принципе, была, с одной стороны, вроде насыщенной информацией, но, с другой стороны, выхлоп этой информации, в общем, крайне минимальный. То есть, как обычно. За дело берутся политики, значит, шума и гамма очень много разговоров, много, значит, каких-то спекуляций, но результатов практически нет. То есть мы знаем, в начале недели мы ожидали там какого-то заявления по поводу, значит, переговоров в Саудовской Аравии. Никакого заявления реально не было. Было 2 коммюнике американцев, которые написали, похоже, 2 разных текста для украинской делегации и для российской делегации. Но все равно в этих текстах ничего принципиально важного не содержится. То есть создается впечатление, что вроде есть договоренность по поводу прекращения огня, значит, относительно Черного моря и каких-то припортовых зон. Но дело в том, что мы же помним, что подобное соглашение было уже, когда подписывалась так называемая зерновая сделка, оформлялась. То есть здесь мы видим, как правительства обоих государств, они как бы больше заботятся о своих торговых интересах, потому что экспорт зерна в данном случае, ну и вообще сельскохозяйственной продукции, контролируется абсолютно полностью властью. То есть что в Украине, что в России. И, естественно, они в первую очередь обеспечивают свои коммерческие интересы. И это зерно продается выгодно там куда-то, значит, на мировой рынок. Получается за него настоящие более-менее деньги, в которых сейчас колоссальная потребность. Поэтому пока что вот эта вся история с перемирием, она ограничилась вот этим, значит, достижением этого соглашения. А что касается остальных пунктов, то история, в общем, развивается вполне ожидаемо. То есть вроде как бы договорились не стрелять по энергетической инфраструктуре, но всю неделю мы слышим, как и Россия особенно обвиняет Украину в том, что она нарушает эти соглашения, значит. Украина на себе испытывает все время, значит, обстрелы российской стороны. Поэтому, в общем, здесь вот эти договоренности, они скорее носят такой умозрительный характер. Но, тем не менее, нам пообещали, что это не конец как бы переговоров, то есть будут еще какие-то попытки. Поэтому тут нам остается следить за развитием событий. Относительно условий вот этих, я думаю, что здесь даже нет особенно смысла на этом останавливаться. То есть русские хотят снятия санкций, значит, Зеленский со своей стороны требует, наоборот, ужесточить давление для того, чтобы, значит, принудить Путина выполнять какие-то взятые там на себя обязательства. То есть здесь мы видим, в принципе, вот это вот как бы перетягивание каната, от которого никуда не деться. То есть мы обречены на то, что будем наблюдать вот эти перепалки, значит, эти обвинения взаимные и парад вот этих вот требований, то есть желаний каких-то. Я не думаю, что сейчас Трамп готов к тому, чтобы всерьез рассматривать все эти вещи, тем более он погряз там в своих каких-то скандалах очередных. У него суды отменяют, значит, часть его указов,
Потом его команда, значит, влипла в историю с утечкой информации секретной, значит, в чат, в который могут заходить люди, которые не имеют к этому отношения. Вот, в общем, ему как бы не до этого. Он, правда, на текущую повестку как бы ответил довольно серьезным залпом, введя все-таки 25% налог на автомобили, которые ввозятся в Соединенные Штаты. Конечно, в первую очередь это удар по европейскому автопрому. Китайцы, они научились сглаживать эти все эффекты благодаря тому, что у них есть прямое влияние на валюту. То есть они могут свой юань туда-сюда как бы двигать относительно курса к доллару и таким образом немного нивелировать, значит, какие-то потери, которые могут быть в связи с этим. Но, безусловно, европейцы пострадают очень серьезно. Тем более, что этот 25% налог касается не только самих автомобилей, но и запчастей и деталей каких-то, которые используются даже американскими компаниями при сборке своих автомобилей. Поэтому можно, в принципе, ожидать, что этот залп Трампа, он в первую очередь, конечно, поразит сначала американскую индустрию автомобильную, а потом уже эхом разойдется, так сказать, по всему миру. Ну, посмотрим. Возможно, он, как обычно, поступит в своем стиле. Сначала что-то введет, потом выведет. То есть сначала, значит, устроит какие-то там, значит, эти дополнительные сборы, потом временно их отменит. Ну, то есть я думаю, что здесь тоже будет своего рода игра какая-то. Правда, игра очень нездоровая. Она приняла такие странный вид в последнее время. Тут как бы было бы хорошо, если бы Трамп не заигрался окончательно в эти, значит, игры с тарифами. Новости из Украины я хотел бы начать с того, что президент Зеленский подписал закон об увеличении акцизного сбора на сигареты. То есть здесь та же логика, то есть тоже государство повышает сборы. Вот. Но, правда, с сигарет. Сигареты в Украине имеют стратегическое значение. Если вы посмотрите на список, который составляет налоговая инспекция украинская относительно крупнейших тех компаний, которые наибольше платят налогов, то вы там увидите сигаретные компании впереди, то есть среди лидеров. То есть там торговые сети, конечно, розничные, вот, потом, значит, сигаретные компании и государственные, разного рода государственные концерны. Ну, государственные компании учитывать бессмысленно, это как бы игра государства, они делают вид, что они якобы платят налоги, хотя живут тоже в значительной мере за те же налоги, то есть за государственные вливания. То есть, таким образом, это скорее просто круговорот денег, который обеспечивает работой большую группу бюрократов, связанных с учетом, контролем, анализом, значит, статистикой и так далее. Вот. Но если говорить о живом более-менее производстве, то сигареты в Украине имеют, конечно, принципиально важное значение. И мне это напоминает, например, ситуацию с водкой в советское время. То есть водка в советское время была ключевым экономическим фактором, ключевым товаром, который обеспечивал движение наличности. То есть советские предприятия выплачивали зарплату очередную, работники шли в магазин, покупали там алкоголь, значит, эту наличность оставляли в магазинах, она тут же поступала обратно в кассы, и из касс снова в кассы предприятий. И таким образом этот цикл замыкался. То есть благодаря водке удавалось создавать вот этот вот круговорот наличности, который очень серьезно помогал советской власти сократить количество печатаемых заново рублей. Вот мне отчасти напоминает ситуация с сигаретами примерно то же самое. То есть здесь мы видим какую-то удивительную, ну, вернее, она не удивительна, хотя выглядит, может, странно, но объяснение вот этих новых акцизных сборов традиционное для современной Украины. Это якобы приближение к стандартам ЕС. То есть мы от этого ЕС еще так далеки, как, я не знаю, как небо от земли. А
в области акцизных сборов и налогов мы, значит, стремимся быть как можно ближе или даже как бы быть святее Папы Римского. То есть максимальное значение вот этого акциза должно быть доведено до 90 евро за 1000 сигарет. И это должно произойти, значит, по планам правительства в 2028 году. Безусловно, это просто еще одна демонстрация того, насколько деформирована украинская экономика, насколько здесь государство чудит и, так сказать, творит какой-то совершенный беспредел. Вот. При этом мы же прекрасно знаем, что существует колоссальный рынок, черный рынок сигарет. То есть в Украине это тоже еще один важный бизнес, который неофициально существует. Но тем не менее, я тоже не сомневаюсь в том, что к существованию этого бизнеса, к его, так сказать, работе, к его защите приложили руку многочисленные чиновники. Они явно состоят в доле в этой всей, значит, в этом всем теневом производстве и обеспечивают его, безусловно, экспортные возможности. То есть сигареты эти делаются, я думаю, главным образом для того, чтобы быть потом продаваемы где-нибудь в Европе. На этой неделе мне очень, значит, запала, так сказать, новость, которая регулярно появляется в нашем информационном пространстве. Это очередной опрос, социологический опрос, который проводился службой Центра Разумкова в начале марта. Суть его сводится к тому, что украинцев спрашивали, доверяют ли они власти. То есть доверяют ли они государству, доверяют ли они государственному аппарату. Результаты этого опроса совершенно очевидные. Украинцы не доверяют власти, не доверяют государству, причем не доверяют с колоссальными, так сказать, показателями. То есть, например, чиновникам, вообще госаппарату, не доверяют 79% опрошенных. То есть это не какие-то там, значит, маргиналы, которые не верят в государство. Нет, это тотальное настроение всего общества. Политическим партиям, например, не доверяют 77% опрошенных. То есть мы прекрасно можем сделать вывод относительно целесообразности и смысла вообще каких-то политических выборов в Украине. Просто украинцы прекрасно знают, что политическая партия в Украине – это просто бюрократическая атрибут. То есть для того, чтобы участвовать в выборах, политику нужно завести себе партию. То есть он должен получить бумажку, на которой будет стоять печать, соответствующая подпись, внести, значит, какой-то там взнос и проверить, не совпадает ли название его партии с уже зарегистрированными. Вот, собственно, и все, что нужно для того, чтобы иметь партию. Вот, и, конечно, таким партиям никто не верит. И у нас, в общем, в Украине соблюдается та старая, опять же, советская традиция о руководящей и направляющей роли партии. Только в советское время это была одна партия, а в Украине она просто все время меняет название. То есть суть этой логики не меняется. То есть партия того, кто рулит, то есть партия президента, она является и, так сказать, направляющей и руководящей силой. Ничего в этом не изменилось, и просто я повторяю, что у нас как бы увеличился ассортимент названий. Партия проходит один выборный цикл, а потом исчезает, как правило. Или может возродиться через какое-то время. Партии продают и покупают. То есть тут своя жизнь, так сказать, очень специфическая. Никакого доверия, естественно, это ни у кого не вызывает. Тем более абсурдно выглядит утверждение, что партии якобы представляют чьи-то интересы или там выражают интересы населения. Это не так. Значит, и это подтверждает дополнительные пункты этого опроса. Например, в Верховной Раде в Украине не доверяют те же 77% населения. То есть о чем можно говорить? Что эти люди, которые называют себя народными депутатами, делают там в Верховной Раде? То есть если люди не верят им, они не считают их представителями. Эти люди, которые называют себя депутатами, они представляют свои собственные интересы. И этим как бы отличаются от всех других. А не могу не заметить то, что судам, например, не доверяют 73% украинцев. Тут важно заметить, что суд как таковой, он к государству, в общем-то, не имеет никакого отношения. Государство узурпировало суд. Суд
это продукт правовой системы, которая возникает задолго до государства. Суд – это часть правовой системы, инструмент решения конфликтов, то есть внутри, так сказать, правовой системы. И государство для того, чтобы придать своему механизму подмены права на закон, то есть государство отличается чем? Что право аннулируется, ликвидируется практически, а вместо права вводится писанный, искусственно сочиненный закон. То вот, чтобы придать этому какое-то, значит, обоснование, какую-то легитимность, государство узурпирует такое явление, как суд. Но, как и все остальное в государстве, суд превращается просто в контору, то есть государственное ведомство, где сидят чиновники, получающие также зарплату, как и все остальные, правда, достаточно высокую. Вот, и занимаются тем же, чем занимаются любые чиновники, то есть просто собирают взятки. Задача суда подороже продать как бы свое решение. Очень понятное для всех чиновников занятие. Ну и завершает этот рейтинг недоверия, конечно, недоверие к правительству. 71% украинцев заявили, что они не доверяют правительству. Тут я хочу сказать, что я неоднократно говорил вот в подобных комментариях, что все эти опросы, они носят, конечно, очень условный характер. То есть на них нельзя серьезно опираться, вот как на некий статистический показатель. Мы ведь имеем дело с людьми. То есть люди – это не материальные предметы, не материальные объекты, которые можно статистически проанализировать, замерить там, их вес, диаметр там, и так далее, плотность. И это будут показатели, которые будут стабильны во времени и в пространстве. С людьми гораздо сложнее, потому что люди – это субъекты. То есть у них есть свои настроения, у них свои ценности, свои взгляды. Причем эти взгляды и настроения, они меняются. И тем более человек, когда слышит вопрос, он в принципе вправе адекватно отреагировать и сказать не то, что он на самом деле считает нужным, а, например, вернее, не то, что он на самом деле думает или в чем он уверен, а то, что он считает нужным сказать. То есть он просто хочет не разочаровать спрашивающего, потому что он знает, какой ответ от него ожидается. И я уверен, что вот в этих цифрах 70-80% недоверия надо добавить еще тех, кто просто знает правильный ответ и решил его сказать. На самом деле, безусловно, эти показатели гораздо жестче, так сказать, для власти. И это, надо сказать, не уникальная ситуация. То есть это не значит, что вот во время войны происходит какой-то катаклизм, который обрушил доверие власти. Нет, такая ситуация с доверием в Украине является постоянной. То есть мы помним, когда еще до войны в подобных опросах украинцы показывали еще большие показатели. Я помню, как уровень доверия власти был недоверия власти был порядка 88% в одном из опросов. То есть это не какое-то, так сказать, исключение. Это нормальное состояние украинского общества. Украинцы не доверяют государству, и как бы они ни были лояльны ему, как бы они ни были законопослушны, они в то же время не считают государство чем-то, что должно, так сказать, вызывать доверие. Само понятие доверия в случае с государством уже звучит странно. Как можно доверять силе, которая применяет против вас агрессивное насилие? Ну, то явлению или сущности, которая против вас применяет агрессивное насилие. Конечно, никакого доверия здесь нет. Да и государству никакого доверия не нужно. Вот что важно помнить. Государству наплевать на то, доверяют ему или нет, потому что государство опирается на силу, на агрессию. А вот эти вот игры в доверии, они нужны просто для того, чтобы как-то попытаться прикрыть вот этот факт того, что государство – это не более чем набор агрессивных методов обогащения верхушки, так сказать, политической власти. Тут, я думаю, вполне логично будет перейти от этого вопроса к вопросу о том, что, значит, вот эта власть, которой украинцы тотально не доверяют, ведет какие-то совершенно фантасмагорические, на мой взгляд, переговоры с Соединенными Штатами о подписании некоего договора значит, об украинских недрах, об украинских минералах там полезных, значит, и так далее.
помните, это уже мы обсуждали, эта тема уже имеет определенную историю. Совсем недавно, в феврале, по-моему, уже было решено, что все, договор этот уже готов, его, так сказать, утвердили, его согласовали, и уже даже украинская делегация готова была его подписывать. Но все как-то сорвалось там из-за неудачного, значит, экспромта в овальном кабинете, где Зеленский, так сказать, не совсем повел себя ожидаемо. Вот. Но тем не менее, мы постоянно получали сигналы о том, что договор этот готов, и что вот-вот, значит, будет переход как бы к его подписанию. И вот вдруг неожиданно ситуация радикально изменилась. Оказывается, теперь договор этот совершенно другой. Он уже не является рамочным, он уже является таким достаточно толстым пакетом документов, текста, в котором изложено множество совершенно неожиданных ранее вещей. Значит, газета Financial Times, она получила доступ к проекту этого документа. То есть это не окончательная его еще версия. Я так понимаю, что окончательная будет еще, может быть, более неожиданно. Но, по крайней мере, из того, о чем пишет Financial Times, а этой газете, я думаю, все-таки можно доверять до известной степени, значит, они пишут, что Вашингтон агрессивным образом пересмотрел те положения, которые ранее фигурировали, значит, в этом договоре. Более того, собеседники журналистов Financial Times в киевском правительстве или где-то во власти, в администрации президента, возможно, они прямо говорят, что этот договор может ликвидировать фактически независимость и суверенитет Украины. То есть там речь идет о том, что все доходы, которые будут генерироваться в связи с этой масштабной деятельностью, будут вывозиться за рубеж. Вот. Сама страна, по сути, Украина, впадает в серьезную экономическую зависимость от Соединенных Штатов. Ну, в принципе, здесь как бы меня, например, интересует несколько другое. Вот как эти же украинские чиновники, которые так пекутся о независимости, о суверенитете, относятся, например, к тому, что Украина собирается или, по крайней мере, мечтает о вступлении в ЕС. Вот почему здесь как-то не стоит вопрос, а где же, что там с нашей суверенитетом, с нашей независимостью? По сути, ведь вступление в ЕС предполагает утрату достаточно серьезных объемов этого самого суверенитета. Это также подразумевает вывод вот тех же самых денег, то есть средств из страны, потому что свободное движение капиталов, предполагаемое в ЕС, конечно, будет выигрышным для более либеральных стран, то есть стран с либеральным рынком. То есть деньги из Украины потекут туда, конечно. Вот. Зависимость тоже здесь имеет место, потому что в ситуации членства в ЕС правительство в Украине будет постоянно зависеть от решений, которые будут приниматься в Брюсселе, причем людьми, которые далеки, так сказать, от реалий Украины. Это, кстати, послужило поводом и тому, что Британия вышла из ЕС, то есть британцы, будучи одной из ключевых сил Европейского Союза длительное время, в конечном итоге были разочарованы тем, что их предложение, их участие в разработке каких-то совместных проектов практически тотально игнорировалось. Я помню, у меня была статистика на эту тему, я писал заметку куда-то, значит, на эту тему, что из там более десятка серьезнейших совещаний, в которых принимали участие, значит, каких-то саммитов по ключевым вопросам политики ЕС, ни одно предложение Великобритании не было принято вообще. То есть, более того, британцы оказались в зависимости именно от Брюсселя в таких вопросах, щекотливых и тонких вопросах, как иммиграция, например, или как регулирование рабочего рынка труда. То есть это все очень больно ударило по Британии, и поэтому вполне ожидаемо, хотя и в виде большого сюрприза, но Британия все-таки вышла из ЕС. И вот сейчас, что интересно, украинские чиновники, значит, с недоумением комментируют вот этот возможный договор с Трампом, но при этом совершенно, так сказать, спокойно относятся к тому, что членство в Европейском Союзе еще более серьезное решение,
с точки зрения вот тех критических моментов, которые они сами же и перечислили. То есть речь идет о том, что вот этот новый договор, он должен заменить вот тот, который, значит, согласован был в феврале. Ну вот. И здесь уже повторяю, это никакое не рамочное соглашение. Там проработаны довольно серьезные детали. Более того, теперь этот договор, он учитывает не только некие редкоземельные металлы и какие-то, значит, критически важные минералы. Там идет вообще обо всем речь, что можно добыть в Украине и что вообще оказывается на ее территории. Речь идет о газе, о нефти, например. Причем этот договор, насколько понятно из текста, который опубликован в Financial Times, не имеет временных рамок, он не имеет территориальных рамок. То есть вся территория Украины без ограничений будет предметом, так сказать, вот этого договора. Договор также охватывает и инфраструктуру, связанную с вот этой всей, значит, сферой деятельности. Это дороги, железная дорога, трубопроводный транспорт, значит, порты, переработка на предприятиях и так далее, и так далее. Я, правда, обратил внимание, что в этом тексте не упоминаются атомные электростанции. Может быть, просто про них забыли, может, это подразумевается, а может быть, они вынесены в какой-нибудь отдельный договор, что тоже возможно. Но пока, так сказать, вот такое наблюдение. Вот. Если вчитаемся в эти основные положения, которые цитирует газета, то там речь идет о том, что все доходы будут конвертироваться в свободно конвертируемую валюту и вывозиться из Украины. Вот. При этом управлять фондом будет некое правление. Вот этот фонд, который будет аккумулировать все эти доходы, значит, он будет управляться неким правлением, в котором будет 5 человек, из которых 3 будет назначать Соединенные Штаты. То есть, другими словами, мы видим здесь ситуацию, когда Америка получит, так сказать, абсолютное преимущество. Вот. То есть это по сути монопольное управление, так сказать. При этом Америка будет иметь право вето на, например, продажу этих материалов, этих ресурсов каким-то третьим странам. Вот, они будут получать роялти, значит, от этой деятельности этого фонда и так далее. То есть здесь исключительно выгодные условия для Вашингтона. И тут в связи с этим как бы возникает вопрос, вот как это все можно совместить, например, с уровнем доверия власти. То есть украинцы не доверяют власти, а власть при этом готова принимать стратегические решения. Тут не сразу приходит на ум цитата из гениального фильма «Космическая же глупость», или как это, решение космического масштаба. То есть, когда профессор Преображенский Шарикову объяснял, так сказать, его поведение. То есть, здесь мы тоже видим, решения космических масштабов принимают люди, которым никто не доверяет в своей собственной стране. Это довольно специфическая ситуация, которая, в общем-то, в развитом мире, она мало знакома кому-то. Вот. Что интересно, буквально вот вдогонку как бы этим новостям поступила новость о том, что Владимир Зеленский, президент Украины, он заявил, значит, в одном из своих заявлений, вот буквально сиюминутных, что он предполагает, что он будет советоваться с украинским обществом по ключевым вопросам, которые могут вызывать противоречивые отношения вот в этом договоре. То есть отсюда можно сделать вывод, что это еще пока не окончательно согласованный текст, то есть будут еще какие-то разговоры на эту тему. Вот. Но нам уже обещают, значит, некие консультации, что, значит, не будет никаких, мол, секретов, что все будет открыто, и, значит, власть будет с нами советоваться. Это, конечно, еще одно проявление вот этой старой доброй советской традиции, когда, значит, решения власти опираются на некое всенародное обсуждение.
Вот. Ясно, что никакого механизма таких консультаций не существует, это понятно. То есть власть здесь просто держит нас за идиотов, то есть считая, что на это можно вестись, потому что возразить, в общем, особенно нечем. То есть они будут так же коммуницировать с нами, как они, например, коммуницируют с журналистами. Когда журналисты собираются, так сказать, приходят строем, садятся согласно, так сказать, рассадке и задают те вопросы, которые им разрешено задавать. Так примерно будет обсуждаться и это все. В общем, тема эта довольно интересная. Я повторяю, она, в общем, приобретает совершенно фантасмагорические масштабы и размеры, потому что последствия таких решений трудно себе представить. Речь идет, по сути, если принять на веру вот все, что там написано, и что представить себе, что в окончательном тексте вот так все и будет, то, по сути, речь идет о том, что Украина превращается в некую заморскую территорию Соединенных Штатов. Ну, может, не совсем в 51-й штат, но, по крайней мере, явно в зависимую территорию от власти, от государства. Причем тут, что самое неприятное, то, что это хуже, даже хуже, чем колониализм, понимаете, потому что традиционный колониализм, он начинался с коммерческих интересов, то есть колониализм всегда начинался с интереса частного предпринимателя, то есть когда бизнес выходил в новые какие-то территории, осваивал его, а уже государство подтягивалось позже в попытке, так сказать, получить, паразитировать на вот тех результатах, которые получены. А здесь мы не видим никакого частного элемента, здесь абсолютно отсутствует бизнес-составляющая, никакой предпринимательской сути здесь нет. Здесь чисто бюрократический проект, который ведут бюрократы с одной стороны и с другой стороны. Это, безусловно, жуткая вещь, то есть по своим возможным потенциальным последствиям. Поэтому пока, так сказать, мы оставляем этот вопрос в том состоянии, в котором он есть, но тут надо будет следить как бы внимательно за развитием. Я, в принципе, не исключаю, что тут вполне может все это закончиться пшиком абсолютно. То есть это будет написано, это будет принято, это будет там где-то утверждено, даже, возможно, с какими-нибудь фанфарами, а потом просто забыто. То есть, ну, Зеленский, помните, Зеленский обещал же украинские недра уже нашей украинской молодежи в свое время, собирался выписывать ей какие-то сертификаты собственности, там еще чего-то. Потом украинские недра упоминались в договоре с Великобританией, который на 100 лет подписан, не просто так. А теперь, значит, эти недра уже предлагаются, значит, Трампу. Ну, кто знает, кому предложат эти недра вскоре, значит, следующему украинское правительство. На подходе тот же Европейский Союз, он же тоже ожидает каких-то, значит, бенефитов от того, что ведет переговоры о вступлении. Вступление это, конечно, призрачно и условно, и отдалено в дальнюю перспективу, но переговоры эти будут идти, и там, безусловно, будет фигурировать вопрос относительно, значит, возможного сотрудничества и кооперации по разработке этих самых недр. Если уж мы заговорили про Европу, то тут, конечно, эта неделя нам подбросила, так сказать, довольно интересную пищу для размышлений. Все дело связано с тем, что прошел очередной саммит Европейского Союза касательного проблем Украины, но уже теперь в новом каком-то формате, значит, он называется теперь коалицией желающих или как-то, значит, согласных, то есть тех, кто выразил желание поучаствовать. Здесь уже нет вот этого всеохватности Европейского Союза. Европейский Союз пригласил только желающих. Но, тем не менее, там достаточно большая группа стран. Вот, и они в Париже провели, значит, довольно интенсивные переговоры с предметом, основной предмет этих переговоров был некие силы успокоения или, значит, сдерживания, которые якобы Европейский Союз совместно должен ввести, значит, на территорию Украины и таким образом предотвратить любые поползновения Путина по, значит, ухудшению ситуации после того, как некое мирное соглашение будет достигнуто.
Что показал этот саммит? Ну, в общем, он показал то, что и показывают все саммиты Европейского Союза в последнее время. Полную абсолютную беспомощность этой группы стран. Они очень быстро разошлись в своем понимании того, что надо делать, как надо делать, кто в этом будет принимать участие и так далее. Договориться, повторяю, им не удалось. Причем эти расхождения, они носят принципиальный характер. Так, например, за введение войск в Украину, по сути, выступали только две страны, Франция и Британия. Причем Британия совершенно условно подписалась под это, потому что в самой Британии уже накануне, несколько ранее, эта тема была предметом активного обсуждения. И я помню, я сообщал в своем дайджесте новости в связи с тем, что в Британии принято было в принципе решение, что ни о каком участии наземном Британия не идет и речь. У нее нет ресурсов достаточных, у нее нет боеспособных частей, у нее нет вооружения, которое они могли бы выделить для этого. То есть они, в принципе, очень условно могут только принимать участие в подобных проектах. Недаром само британское правительство со временем оно трансформировало вот эту идею в некий авиационный проект, что якобы нет, не на земле, а мы, значит, можем вот нашими самолетами участвовать там, значит, в какой-то совместной деятельности. Вот. Но очень повторяю, это выглядит все еще гипотетически. Таким образом, Франция осталась в единственном числе среди стран, которые вроде как бы не против ввести какой-то контингент в Украину. Но при этом этот контингент должен почему-то находиться на западных границах, то есть, видимо, в каких-то курортных зонах, вот, для того, чтобы солдаты, так сказать, с удовольствием вспоминали это время пребывания в Украине. Итальянская, например, вот делегация, у нее свой специфический подход. Они говорят, да, мы можем, значит, рассматривать введение войск, какой-то, значит, вот этой группировки, так сказать, сил сдерживания, но только под эгидой Организации Объединенных Наций. Ну а что это значит на практике? Это означает под эгидой России, потому что Россия постоянный член Совета Безопасности с правом вето. Ничего серьезного Организация Объединенных Наций без согласования с Россией провести не может. Поэтому это будет, так сказать, проект российского участия в силах сдерживания. Это выглядит абсурдно и, в общем, не является предметом обсуждения. Поляки, если не ошибаюсь, они вообще отбрасывают эту идею, то есть вообще не рассматривают участие в наземных каких-то силах. Вот. Таким образом, мы видим, что Европейский Союз в очередной раз продемонстрировал элементарно неспособность договариваться, недоговороспособность. То есть они много говорят, они охотно поддерживают, они заявления делают важные, они похлопывают по плечу президента Зеленского, улыбаются на камеру, заявляют о своей поддержке, о том, что они за дело мира там и так далее. Но это все в будущем, это вот когда-то, потому что им нужно время, им нужны деньги. Вот, а в Европе сейчас свои бурные процессы происходят. После того, как Германия сняла с себя ограничения на заимствование, то есть у нее открылись колоссальные возможности по трате денег. И, конечно, это занимает их в первую очередь. Тут все эти проблемы, связанные с войной, отходят на второй план. Тем более им еще предстоит формировать новое правительство. Еще неизвестно, как новый канцлер выживет в обстановке давления со стороны правых и левых партий. Тем более вот эта правая альтернатива для Германии, она просто как локомотив, набирающий обороты. То есть они с каждой неделей демонстрируют все большую и большую поддержку. То есть они на выборах набрали достаточно много, но у них эта поддержка продолжает расти. То есть как правительство будет работать в условиях подобной оппозиции в Бундестаге, никто не знает. То есть поэтому можно пока что уверенно сказать, что Европа никакого серьезного участия в судьбе Украины в ближайшее время принимать не будет. Да я думаю, они не скрывают того, что они просто становятся такими наблюдателями. Вот. То есть они рассчитывают на Трампа, они очень рассчитывают на Америку,
Хотя при этом, так сказать, делают вид, что они там конфликтуют, что у них расходятся интересы, обижаются на Трампа за его тарифы и так далее. Но по сути они признают, что кроме Трампа некому серьезно вмешаться в ситуацию этой войны. И вот тут, когда мы говорим, что Европа выглядит наблюдателем, я хочу подчеркнуть, что это наблюдение не пассивное и не нейтральное. Европа, к сожалению, очень активно участвует в этой войне, но совершенно в неожиданном, может, для многих ракурсе. Несмотря на то, что Европа не может договориться о какой-то вменяемой поддержке Украины, то есть европейская поддержка – это, как правило, инициатива отдельных стран, которые они делают и проводят за свои собственные средства, и это носит такой как бы характер стохастический. Никакой серьезной системной поддержки, повторяю, Европа предложить не может. Но в то же самое время мы видим, что Европа действует очень организованно и слаженно, когда дело идет о ее экономических интересах. И в частности, проблема заключается в следующем. Импорт российского газа в Европейский Союз постоянно растет. И вот только за 2024 год, за 2024 год, импорт российского газа в ЕС вырос на 18%. При этом, что интересно, мы же постоянно слышим о том, что Европа стоит на пути, значит, ограничения зависимости или вообще освобождения от этой зависимости от российского газа и вообще от российских энергоносителей. Разработан некий план, который имеет 27 год в качестве финальной даты. То есть до 27 года якобы ЕС должен освободиться от российского газа. Но этого плана никто не видел. То есть о нем постоянно говорят, его переносят все время, значит, его как-то откладывают, но его до сих пор никто не видел. Вот в этом году Польша, да, была значит, президентом, так сказать, президентствовала в Европейском Союзе. Создавалась иллюзия того, что поляки могут как-то активизировать этот процесс. Нет, ничего у них не получилось. То есть новая дата, когда европейцы увидят этот проект ограничения зависимости от России, он так и неизвестен. Эта дата неизвестна. Но что происходит? Пока нет этих планов, пока эти планы лишь только устно озвучиваются политиками, тогда, когда им это выгодно, Европа набирает обороты в качестве импортера российских энергоресурсов. И вот мне попалось на глаза, значит, отчет аналитического центра Ember, такой международный аналитический центр, который показал, что фактически ЕС все время наращивает объемы импорта энергоносителей из России, в частности газа. У меня в моем дайджесте Вискарь есть вся необходимая информация, ссылки, там, цифры и так далее. То есть, если вы подписаны, то вы можете это все прочитать у себя в почте. Если нет, вы можете зайти на сайт рассылки, и, в принципе, там бесплатно можно познакомиться. То есть, о чем идет речь? Речь в этом отчете идет о том, что в 2024 году, как я сказал, импорт российского газа вырос на 18%. С 38 миллиардов кубометров до 45 миллиардов кубометров. При этом главным образом выросло потребление российского газа в Италии, там плюс 4 миллиарда, в Чехии плюс 2, и в той же самой Франции, там почти 2, прибавка 2 миллиарда кубометров. При этом, что интересно, аналитики говорят, что и в 2025 году эта тенденция сохранится. То есть, другими словами, этот план к 2027 году освободиться от зависимости от России, он превращается в фикцию. Судя по всему, никто не будет его выполнять. С этим связано его и замалчивание. То есть европейцы просто смирились с реальностью, да, этот газ им нужен, и они будут его покупать все больше и больше. Как это все происходит на практике?
Ведь мы слышим же постоянно заявления о том, что Европа накладывает эти санкции на Россию, значит, что запрещаются те или иные, значит, там какие-то манипуляции с этими грузами, с этими танкерами и газовыми этими перевозчиками и так далее. Но, тем не менее, на практике все это работает. То есть вот это приведение теневого флота, о котором любят писать журналисты, на самом деле он никакой не теневой, это самый обычный коммерческий флот. Как правило, это из суден, которые, так сказать, которыми можно рискнуть, то есть судовладельцы готовы идти на рискованные проекты. Вот, они создают фиктивные компании владельцев, они создают фиктивные страховые компании, которые существуют ограниченное время. И таким образом проворачивают просто свои сделки. Все это известно европейским бюрократам, но тем не менее никто не препятствует этому всему. То есть вовсю работает вот эта система подмешивания российского газа в газ происхождения других стран. Это никого не останавливает. В Германии вообще есть прямой запрет на то, чтобы, значит, завозить сжиженный российский газ в порты Германии. Да, запрет такой есть. Но так Германия покупает просто через другие порты, да, через порты в других странах. Вот и все. Решение очень простое. При этом, что интересно, даже трубопроводный способ, вот этот трубопроводный транспорт работает. Несмотря на то, что с января прекратилась поставка газа транзитом через Украину, работает так называемый турецкий поток. То есть Европа получает достаточно большие объемы газа по турецкому потоку. Вот, в частности, в отчете, о котором я упоминал, идет речь о том, что только в феврале 2025 года, вот буквально недавно, Европейский Союз получал 56 миллионов кубометров российского газа в день по трубопроводу «Турецкий поток». И тут журналисты и аналитики, они приводят интересную суммарную цифру. Кстати, мы эту цифру уже когда-то озвучивали, как это теперь принято говорить. То есть мы ее вспоминали, но я тут ее напомню. Вообще за весь 2024 год импорт российского ископаемого топлива в Европейский Союз достиг суммы в денежном измерении 21,9 миллиарда евро. При этом финансовая помощь Украине со стороны ЕС, то есть только финансовая, кроме гуманитарной, военной и так далее, деньгами, так сказать, составила 18,7 миллиардов евро. То есть Украина получила 18,7, а Россия получила 21,9. Больше, чем Украина, будучи при этом агрессором, будучи при этом заклятым врагом там, и так далее, злостным нарушителем международного права. Вот. При этом Европа прекрасно выполняет и свои пожелания. То есть они получают газ, который им очень нужен. Европа, несмотря на то, что она много говорит и пишет, так сказать, о том, что они пересматривают свои стратегические проекты по энергообеспечению, что они делали ставку на зеленую энергетику, что они, значит, там еще ищут замещение вот этих вот, значит, традиционных видов топлива. На самом деле нет. То есть в той ситуации, в которой находится Европа, а это кризисная ситуация, они просто не могут себе позволить, в частности Германия, позволить себе ограничение потребления газа. Причем российского газа, что интересно, потому что на рынке газа на самом деле полно. То есть, строго говоря, газ можно покупать где угодно. Сегодня сжиженный газ может поступать из разнообразнейших стран мира и по самым разнообразным ценам, потому что Европа покупает это все по спотовым ценам. Вот буквально, так сказать, по текущим рыночным ценам. Они далеко не лучшие. Вот. Но, тем не менее, все равно европейцы тяготеют именно к партнерству с Россией. И таким образом мы оказываемся в ситуации, когда мы видим, что Европа, повторяю, не нейтральный наблюдатель. То есть они, с одной стороны, ведут
некую разрозненную политику помощи Украине какими-то дозами, ограниченными дозами денег, оружия там, и, значит, гуманитарной помощи, а с другой стороны, они ведут системное партнерство с Россией, продолжают системное партнерство с Россией, которое включает и политические, и экономические, и финансовые аспекты. И здесь не видно того, что они будут готовы это партнерство разорвать. То есть Европа и Россия это единый блок, который существовал до войны и существует сейчас. И, судя по всему, будет существовать и после войны. В частности, с этим, мне кажется, связано вот то, что Европа отчаянно не хочет трогать эти замороженные активы российские. Вот, то есть это, скорее всего, будет аргументом и инструментом вот торга, который предполагается, так сказать, после войны. Когда Европа начнет восстанавливать объемы, значит, той торговли, того деньгооборота, так сказать, который у нее традиционно существует с Россией. И тут мне кажется, что отчасти, ну, по крайней мере, я делаю такой вывод, что в значительной мере Путин начинал войну эту именно с этой целью, то есть с тем, чтобы не просто сохранить объем торговли, но и увеличить этот объем. То есть принудить как бы Европу к тому, чтобы она пересмотрела свои возможные планы сокращения потребления российских энергоресурсов и вернулась к тому, чтобы закупать их в более полном объеме. Причем еще и, может, дополнила какие-то другие ресурсы, которые ранее Европа не покупала в России. То есть здесь мы видим вот эту, так сказать, попытку подтолкнуть европейцев вот таким кровавым способом, убивая украинцев, так сказать, подтолкнуть их к тому, чтобы восстановить, вот, и не только восстановить, но и увеличить объем экономического взаимодействия. Без этого, я думаю, Россия обречена. То есть у России нет плана «Б». То есть она не может выжить без высоких объемов торговли с Европой. Никто из остальных регионов, так сказать, не способен удовлетворить потребности России в свободно конвертируемой валюте. У Америки вообще смехотворные, значит, обороты с Россией, и там явно не будет никаких перспектив. Америка будет наращивать свое производство, нефти в частности, и, может быть, даже это повлияет как-то на мировые цены на нефть. А Азия, та же Индия, там, они не способны платить в той валюте, которая нужна Путину. Китайцы, мы видим, занимают довольно своеобразную политику. Мне кажется, что этот миф, он уже постепенно развеивается о том, что Китай имеет с Россией какие-то уникальные экономические отношения. И Китай просто тупо эксплуатирует те условия, которые возникли, а Путину куда-то надо девать, например, тот же газ, который некуда продавать. Он его отправляет практически бесплатно в Китай. Ситуация в отношениях между Россией и Китаем во многом иллюстрирует вот этот проект «Один путь, вот это шелковый путь», так сказать, да, вот этот проект по восстановлению как бы глобального торгового маршрута из Китая в Европу. Он ведь был рассчитан на то, что значительная часть его будет проходить по железной дороге в России. Но эта тема уже закрыта, все. То есть китайцы сегодня строят за свои деньги, строят скоростные магистрали через другие страны, то есть страны, которые южнее проходят, в подбрюшье, так сказать, у России, как если говорить словами Солженицына. Вот, то есть Россия вычеркнута из планов вот этого глобального маршрута. И это уже как бы не секрет. То есть она провалилась в этом плане. Она не смогла обеспечить ни качество, ни надежность перевозок. То есть для китайцев это не устраивает. То есть у них сегодня совершеннейшая технология, транспортные технологии. У них огромные обороты, у них огромные объемы. Им нужна надежность, стабильность и, так сказать, и лояльность. И вот они ее нашли в странах, которые южнее
из бывших советских республик, где теперь и будет проходить этот маршрут. К сожалению, он будет проходить и вокруг, и в обход Украины. Украина тоже не попала, хотя могла бы, в принципе, потенциально быть частью вот этого маршрута. Но тут в данном случае меня интересует больше вот именно вот эта история, значит, взаимоотношений России и Китая. То есть России не на кого рассчитывать, кроме Европы. У нее нет больше партнеров, у нее нет больше рынков, с которых она могла бы, так сказать, кормиться. А где же я буду харчеваться, так сказать, может спросить Путин. И вот ответ у него очень простой: только в Европе. И этим объясняются те процессы, которые мы наблюдаем. И это, кстати, приводит к тому, что к выводу, очень неприятному выводу, что Европа скорее сегодня стоит на позициях партнера России, а не партнера Украины. То есть она взаимодействует с нами вынуждена, потому что общественное мнение, потому что есть тенденция, значит, которая требует, население требует реакции от своих властей, от правительств, от государств реагировать на войну. И они, конечно, предпринимают какие-то усилия, но, повторяю, разрозненные вполне. А вот взаимодействие с Россией, партнерство с Россией – это именно долгосрочный стратегический проект, и они не готовы им жертвовать. И это как бы подводит определенно к выводу о том, что вот эта ставка на Запад, она в значительной мере себя не оправдала. А что же могло бы быть альтернативой? Безусловно, в Украине есть только один выход – это ставка на себя, то есть на украинцев. Конечно, украинское государство должно было заниматься тем, что открывать нам, украинцам, новые возможности для экономического развития. То есть надо было либерализировать экономику, причем исключительно быстрыми темпами. Надо было использовать войну как уникальную ситуацию, когда можно ускорить все процессы, вынужденно ускорить по либерализации, по введению практики правового, так сказать, регулирования, а не законодательного. То есть ввести в оборот право собственности, провести земельную реформу, то есть отдать землю в собственность людям, а не каким-то, значит, странным образованием подконтрольным администрации президента. Наконец-то оздоровить финансовую систему, то есть убрать государство из этого. Вот, кстати, тот же Милей, он показывает, что деньги вполне поддаются достаточно быстрому оздоровлению, если государство сдерживает себя. Вот, таким образом, вот был бы путь, который действительно дал бы нам возможности для решения сложных проблем. Потому что война – это только половина проблемы. Послевоенный период – это тоже очень сложная задача. И здесь экономические факторы будут иметь гораздо большее значение. Но, как мы видим, из всей политики, из всех действий украинской власти, они рассматривают любые варианты заигрывания с кем угодно, но только не вступление, так сказать, в конструктивное взаимодействие с собственным населением. Нас лишают последних свобод, нас лишают окончательно права, значит, нас лишают собственности как таковой. У нас теперь забирают даже деньги, которые еще недавно вроде казались бы вроде своими, так сказать, честно заработанными. Нет, государство собирается отнять все. В такой ситуации, безусловно, Украине не светит никакая перспектива превратиться в независимую страну. То есть нам светит зависимость, и, судя по всему, вот из этих действий власти последнего времени, власть выбирает, куда, так сказать, Украину эту сбыть. То есть на кого ее повесить. На Трампа ли, на Брюссель и так далее. Ну, в общем, посмотрим. Сейчас будут достаточно интересные события впереди, и мы будем регулярно, конечно, обращаться к их комментарию и анализу. А на сегодня у меня все. Спасибо большое за внимание. Ну, думаю, так, во-первых, хорошо ли меня слышно, сейчас мы узнаем. Да, вроде бы хорошо. Нет, нам с вами хорошо слышно. Да, друг друга. Это замечательно.
Мы за кулисами, да. Да, поэтому тут уже пишите звук ок. Ну все, значит пирог. Это я перестарался вначале, хотел сделать его как можно лучше, а получилось как всегда. Ну бывает. Ну что, час мы проговорили. Единственное, что хотел бы, тут договор с США же этот, уже наши сказали, что правительство подписывать его не будут, потому что он не соответствует. Да, я и говорю, что это тема для длительного обсуждения. Да. Нашим стремлениям в ЕС, там, противоречит тому, всему, и, короче, проехали. Ну и с другой стороны, похоже, что и в Америке тоже они его подсунули для того, чтобы его никто не подписывал. Ну, чтобы... Да, кстати, позвольте, я сделаю одно маленькое буквально дополнение. Я специально его подготовил, как вишенку на торте. Дело в том, что вот прямо на днях появилось сообщение о том, что под Калифорнийским озером Солтон-Си произвели, значит, геологические исследования и обнаружили 18 миллионов тонн лития. То есть там раньше считали, что там 4 миллиона тонн, а оказалось, что их там 18. Это общая стоимость 540 миллиардов долларов. Причем она достаточно близка, так сказать, к поверхности, то есть добыча ее не обещает быть не очень затратной. Это результат того, что Трамп же активизировал вот эти все геолого-разведочные действия, активизировал весь поиск вот этих всех редкоземельных металлов. И вот один из новейших буквально результатов уже вот пришел этими днями. Фактически это как бы во многом перечеркивает целесообразность вообще поиска чего-то в Украине. Ну, у американцев есть договор с Руандой, есть договор с Бразилией, это вообще все... Там вариантов много. Эта вся история вообще не про редкоземельные металлы и вообще не о том. То есть о чем это было, узнаем уже чуть позже, когда это можно будет анализировать, зачем весь этот кипиш был нужен и кому. Ну, разберемся как-нибудь. И, кстати, военных Великобритании и Франции в Украине не обязательно ставить на земле. И было бы нормально, если бы французы летали, британский флот вошел бы в Черное море. Плавали. Да, потому что мы ж не забываем, что Британия с Украиной в военно-морской коалиции. И уже подарили и построили, сколько там, 4 или 5 катеров для Украины. Осталось их перевести и спустить на воду. Так что тут есть куда развиваться, а на земле зачем они тут будут только... Представляете, вот там 10 тысяч французских солдат с их зарплатами в ресторанах в Киеве. Ну, насколько поднимутся цены в Киеве или во Львове, например, в ресторанах? Нафиг это? Или Мукачево, например. А в Мукачево так вообще. Там в Мукачево и так с начала войны цены на жилье поднялись. Да. В Ужгороде, в Мукачево, в Берегово, насколько. Там этого жилья-то практически нет, а цены поднялись, как в Киеве. А тут еще, представляете, приезжают иностранные войска, снимают, арендуют квартиры, сидят в ресторанах. Это ж дороже, чем в Париже все будет. Нафиг надо. Пусть летают и плавают, нам подходит. Ну ладно, на этой будем сегодня заканчивать. Всем спасибо. Спасибо большое, Сергей. Спасибо, кто нас смотрел. Раз со звуком у меня все хорошо, значит, так завтра и продолжим с Владимиром Золотаревым в 11 утра. Ну что, тогда мы прощаемся. Я предупреждаю всех, что с Сергеем Рачинским мы встретимся. Это какое будет? 19, по-моему, апреля, через 3 недели. К сожалению, у нас прямых эфиров не будет, но постараемся. Я придумаю что-нибудь, чтобы вы не скучали за эти 3 недели. Все, всем спасибо. И не забывайте завтра с утра в 11 утра с Владимиром Золотаревым. Причем у нас будет очень ограниченное время, жесткий тайминг, поэтому готовьте свои вопросы, пишите еще их даже до начала трансляции, чтобы мы успели ответить на все ваши вопросы. Итак, всем спасибо и до встречи. Спасибо.